Бокс с крышкой слайдер, который успокаивает еще эффективнее, чем AirPods-овский щелчок. Отличный объемный звук, который местами может соперничать с Anker Liberty Air 2 Pro. Неплохие микрофоны, обалденная посадка, быстрая зарядка и защита от влаги IPX7. Учитывая особенности конструкции, по мне они идеальны для спорта. Tube 735, всем привет, вы на канале Польза.нет, меня зовут Саня. Ежемесячно разыгрываю 5 Mi Band'ов 5 серии за лайк, подписку и комментарий к любому видео. Конкурсов под конец месяца помимо Mi Band'ов всегда много, все условия всегда в описании. А сегодня я расскажу вам о новых беспроводных наушниках Anker Soundcore Spirit Dot 2. И лично по мне это самая недооцененная модель их бренда. От того, что более продуманного эргономичного дизайна у них я пока еще не встречал. Купил я их 11.11, тестировал долго и упорно больше месяца. Мнение сформировал, готов рассказать. Коробка, как всегда, у анкеров довольно стильная. Мне нравится их шероховатый картон. Не особо нравится, что родная почта ее всегда убивает, но я уже устал открывать по этому поводу споры на Алиэкспрессе. И, к слову, всегда выигрывать. Знаю, на что иду, когда покупают дешевле, чем в российском ритейле. И чтобы вы не думали, один из сетевых магазинов в Российской Федерации предлагал мне такие на обзор. Но я отказался. Там были условия. Не люблю условия. Легче просто купить на Али. И это я не к своей эпичности, а к тому, что политика канала не поменялась. Нет хамству, мату и рекламе. В целом, вскрыли коробку. Внутри довольно длинный фирменный кабель Type-C, инструкция максимально подробная, комплект сменных амбушюр, которые нет нужды менять, бокс для зарядки и сами наушники. Бокс довольно крупный, емкость очень маленькая. Для такого размера всего 340 мАч. Беспроводной зарядки нет, только через кабель Type-C. Зарядить наушники бокс может всего 2 неполных раза, второй раз примерно на процентов 80. Защиты от влаги нет, но крышка со способом раскрытия салазки лично мне очень зашла. Влажные наушники туда класть нельзя, нужно вначале их просушить. Пластик матовый приятный, легкий люфт у крышки имеется. Бокс обладает функцией быстрой зарядки, кладете туда наушники на 10 минут и можете потом слушать в них музыку целый час на 50% громкости, которой вам хватит. Люфт у крышки есть, заглушка под вход Type-C не бесит, снимается просто, вставляется обратно тоже. Оставшийся заряд можно увидеть по диодам индикации, их здесь 3. Наушники, внутри композитные драйвера на 8 мм, по одному наушники работают, подключаются очень быстро. В ушах на спорте безумно удобные, как и очень удобные для носки под шапкой. Они их сделали довольно приплюснутыми, всегда бы так делали наушники. Лично для меня крайне комфортные габариты. Ничего не давит, ничего не вылетает из ушей. Защита от влаги и пыли IPX7. Можно прямо обливаться потом, ничего ушам не будет. В каждом наушнике по диоду. В период работы диоды не мигают. Заряд показывают в шторке телефона, но не на всех моделях. На Pixel 4 показывают, на OnePlus 7T Pro показывают, но Huawei P40 Pro почему-то нет. Поддерживаемые кодеки AAC и SBC. Автономность 5 часов 30 минут на 50% громкости с одного заряда. Управление сенсорами, ложных нажатий не бывает, от того, что на одно нажатие они не завезли никаких функций. Функции плей-пауза, перелистывание треков только вперед, сброс звонка и ответ на звонок, включение и выключение наушников, а также вызов голосового помощника. К слову, наушники можно полностью сбрасывать к заводским, поместив в бокс и зажав на 8 секунд их сенсоры. Подключаются они к ранее сопряженному девайсу просто молниеносно. Переключение между правым и левым наушником бесшовное. Пассивное шумоподавление не самое лютое, что я встречал, но на максимальной громкости окружающего мира вы не услышите. Активного шумодава, конечно, здесь нет, как здесь и нет функции прозрачности. Собрано все шикарно, пластик отличный, сетка звуковода из металла, с рисунком. Bluetooth 5 версии микрофризов не ловил, через две стены ловят свободно. В играх и YouTube задержки лично я не заметил. Пример задержки вы сейчас видите на экране. Микрофоны, как и у всего подобного, не фонтан, но говорить можно. Вот пример работы микрофонов. Пример работы микрофонов беспроводных наушников Aon Soundcore Spirit Dot 2 в помещении. В помещении, как мне часто уже написывают, смысл их проверять, если все в помещении работает нормально. Ну, во-первых, все относительно, во-вторых,
А вдруг из-за того, что здесь какая-то другая акустика, они как на улице, вас слышать будут плохо. Но я думаю, что вы прекрасно слышите, что, как и в любых других микрофонах, здесь все хорошо. И даже если говорить тихо, вас собеседник будет слышать. Даже в помещении, где акустика не блещет качеством. Всем добра, вот так примерно будут работать микрофоны в помещении у этих анкеров. Пример работы беспроводных наушников Anker Soundcore Spirit Dot 2 на улице. На улице ветер минимальный, стою рядом с дорогой, мимо меня сейчас проедет Chevrolet, маленькая, на 1,6 литра. Сейчас вы можете слышать, как это довольно громкая машина мимо меня проезжает. Разговариваю без шапки и без маски. Если надеть маску и рядом будет проезжать Шкода, звук будет примерно вот такой. Сейчас надеваю маску. Но это забавно, учитывая наши новые реалии. Правда, проверять микрофоны, находясь в маске. В маске будет слышно вот так. Ветер немного усилился. Микрофоны, по мне, для такого форм-фактора более чем неплохие. Я даже разговаривал в шапке, но это уже, конечно, беспредел. Kia проехала и транспортер от Volkswagen. Все. Вот так примерно будут работать микрофоны на улице. Звук Liberty 2 их бренда звучат по мне примерно так же, только стоят дороже. И эти вроде даже выдают больше басов. Многие считают, что они играют не хуже, чем их версия 2 Pro, но точно не я. С другой стороны, они даже к проигрыванию металла подойдут. Громкость с запасом, звук объемный. Помним, что если в наушниках у вас будет играть музыка из Контакта или Яндекс.Музыки, особой разницы с хорошими ТВС вы не услышите. Можете покупать что-нибудь за 2000 рублей. На максималках не хрипят. Низкие частоты почти без среднего баса, но для трена по мне самое то. В целом звучание и форм-фактор практически идеально адаптировано под физические нагрузки, но это лично мое мнение. Плюсом хочу добавить, что здесь довольно правильные средние и высокие частоты, что редко встретишь в затычках. Из откровенных минусов мультиподключения нет, программы для переназначения тапов и обновления прошивки нет. Точнее, у анкеров она есть, но эта модель наушников ее не поддерживает. Нет возможности перелистывать треки назад или менять громкость прямо с наушников, кроме как через голосового помощника, но это еще то извращение и требует интернета. Сенсоров приближения нет, а значит нет автопаузы. Бокс большой и бестолковый. С такими размерами у него должна быть емкость минимум в 2 раза больше, чем они предлагают. Да и за этот ценник отсутствие беспроводной зарядки бокса, конечно, прилично удручает. Цена по ссылке в описании к видео около $69 в период распродаж. Конечно, с бесплатной доставкой. И, разумеется, с промокодами, которые вы можете взять у меня в телеграм-канале по ссылке в прикрепленном комментарии. А еще с завтрашнего дня на Алиэкспрессе начнется аттракцион невиданной щедрости. С 4 числа по 11 они 2 этапами оплачивают доставку товаров с платной доставкой за свой счет. Первый для доставки в РФ, второй по всему миру. Плюс, конечно, еще и сейл будет. Насколько это будет выгодно, будем смотреть. Но звучит очень даже завлекательно. Приятно, когда площадка любыми способами и средствами нас завлекает. Чем дешевле, тем лучше. Резюмирую. Советую эти наушники для спорта и повседневной носки. Если они по форме будут вам настолько же комфортны, как и мне, вы поймете, о чем я. Во всех анкерах всегда есть один жирный плюс – это звук. Ну а когда выбираете остальное, можно смотреть на все их модели. По ссылкам в правом верхнем углу можете взглянуть на мои обзоры других их моделей, там есть даже наушники для аудиофилов. Следующий обзор будет топом дорогих наушников. Сегодня стрим стандартный по воскресеньям. Спасибо за просмотр, ставьте лайк за труды, подписывайтесь с колоколом, девайс сюда или нет, Пользанет даст ответ. Добра и удачи вам, дорогие друзья.